Не знаю, надолго ли, но пока жучком отмыл. Маша, подъем. Так. Доброе утро. Потерян сигнал GPS. Мы сейчас поедем. Непостоянство наше все. 24 апреля без 5:05. Суетово, Смоленская область. Хотел выехать в 6. Поедем в 5. Наверное, надо еще светло включить. Хотел вас сводить, птичек послушать, как хорошо поют. Тут вот с правой стороны там рефы стоят. Они как завелись, и все. Такой оркестр будет не очень интересный. Никто ж не мешает. Стоянка-то человеческая. Все, вот можно и в 5 поехать. Ну не спится, ну что делать? Вместо 11 часов отстоял 10. Кто с душа вышел? Мочалки сушит. Причем 2 сразу. Интересно. Зачем ему 2 мочалки? Вот, ну а коль не спится, то поехали. Сейчас пока здесь, как всегда. Мешок картофельный конфет. Что не с ними делают? Потом пока заедем, заправимся. Наша мамочка любимая уже горит. Заправки нам хватит. Без проблем. Там полные баки пока зальем. Там хорошо, там тоже 2 пистолета в Архиповке. С 2 сторон можно сразу заливать. Ну, может, колечко поменьше будет, а может, вообще не будет. Хотелось бы второе, я имею в виду на границе. В последнее время как не приедешь, по 3-4 часа теряешь там. На следующем повороте поверните направо. Затем на следующем повороте поверните направо. Стоянка тоже, в которой есть все. Слово совсем все. На следующем повороте поверните направо. Качество услуг, ну это уже другой разговор. Знаю, что душ здесь дорогущий. 250 рублей. Как-то прошлым летом ходил, дома воды не было. Так, ну, что? Думал, в холодной воде мыться, так лучше здесь. Пошел тут 250 рубликов. Ну, на М1 это однозначно лучший комплекс здесь. В принципе, в магазинах тоже. Ё-моё, он еще до сих пор рекламу толкает. В магазинах тоже. И продуктовый такой, игрушки, аптеки. То есть даже вот тут чего-то нет, какого-то лекарства. Там раз ты его заказал, предоплату внес. В следующий раз едешь, оно уже есть, тебя ждет. Нормальный такой. В 3 лучших входит. Вместе с этим с уютом, трактир Сергеевский и вот этот Суетово. На мой взгляд. Опять же.
тут хорошо. Пистолеты толстые. Ты этот снимаешь, заказываешь сколько тебе надо. То вот эту кнопочку SAT нажимаешь. Снимаешь этот пистолет. И вставляешь в бак. Просто какой-то олень, который передо мной заправлялся. Просто снял, не отщелкнувший. Я как снял, ну... То есть вот этот, ну, не опущенно был вниз. Я ее только отсюда снял, у меня сразу солярка пляснула, блин. Гоблин. Заляпался вон весь немного соляркой. Что за люди? Неужели трудно отщелкнуть? Короче, видите, налил чуть-чуть. И бак облил, и себя облил. Чучело какое-то. Если ты вешаешь пистолет, ну отщелкни ты этот рычажок-то. Хорошо, еще не полностью облился. Я видел, как люди вообще душ принимали из солярки. Вот из-за такой же вот фигни. Берет пистолет, а оттуда как линет. Клоуны, блин. Очень малость я тут литр пролил, наверное. Что я сделаю? Так, ну хорошо. Ну, птички можно послушать. Слышите? Спевает. Красота. Тишина пока, спокойствие. Вот это ладно, что облился. Сейчас все равно домой приеду, все постирается. Но сам факт. Чирикает. Видите, все зеленеет уже. Здесь уже, да. Домой приеду, там, наверное, вообще уже все зеленое. Листики распускаются. Самая клевая пора. Самое классное время года. И самое вот из этого времени года самое классное вот сейчас. Травка вон какая вся зелененькая. Ах. А воздух-то какой воздух. Дышится как. Как в том фильме. Аж петь хочется. Петь мы не будем. Для этого таланта нам Бог не дал. В отличие от других людей. Мы будем заправляться. Так, 196 плюс тонна 38. Я там просто тут, ну, это, отключил случайно ее. Так, тонна 234 и плюс 174 литра у меня было на остатке. Тонна 408. И уже по самую горловину, ну, уже больше все. Уже 100 грамм лишних и будет переливаться. Ну все, какие вопросы? Никаких вопросов к заправке нет. А если 5 литров на сотку? На сколько обкинули? На 70 литров. Как вот некоторые делают. Шиска! Погнали на границу. Потяжелели. Ну, тонну 200, грубо, да? Тяжелее стали. В 7 утра. Сейчас. Это я папку кинул. Шпана.
цукерками прижала. А то не будут шелестеть всю дорогу и опять раздражать. Так, уже и солнышко хорошо вылезло. Глаза надевать надо. До дома нам отсюда 306 верст. Предположить, что на границе колейки быть не должно. В всяком случае, большой. Вот от Роснефти не стоим, как я в прошлый раз становился. То хорошо. Машин мало идет. Как-то и навстречу мало, что удивительно. А попутно так вообще в гордом одиночестве еду. Самое хорошо ехать вообще было в 5 утра, как только выехал. Вообще никого. Трасса совсем пустая. Сейчас поглядим. Время 7:30. Что там робится на той границе? Километров Лукойл, который перед самой границей. В прошлый раз, да, отсюда я уже стоял. Вот тоже, кстати, опти. Ну, здесь дороже, чем там. Я что-то даже ценник не посмотрел на той. Неважно.
А, что хотел спросить, вот сейчас вспомнил. Видел баннер, может кто в курсе. Приглашаем отдохнуть на Смоленских ледниковых озерах. Так где тут ледниковые озера? В каком месте, кто знает? Я никогда не думал, что тут есть такие. Когда-то тут ледники. Ну, не спорю, что ледники-то здесь когда-то были. И это озерно делали, получается. Вот видел такой баннер, если кто в курсе, подскажите, где таковые находятся. Вот начало Красной Горки не стоим. Вообще прекрасно. Надо так и делать на будущее. Вечером не ехать, ну если попадает, получается так. Лучше это дело с утра проезжать. Ну, наверное, сейчас посмотрим. Что ж не все. Что ж не доехали. Но удивительно, что на Москву тоже потока практически нет. Всю ночь толкались, потом спят, стоят на стоянках. Ё-моё. Почти свободно, представляете? Обалдеть! Что делается? Как-то даже и непривычно. Вообще никого нет. Этого не может быть. Промежуток должен быть. Нет никто. Пусто. Готовьтесь, через 800 метров плавно повернуть направо. Последняя рамка дежурная. До свидания. Не прощаемся. Очуметь. Свобода. Свободу, говорит, попугаем. Через 300 метров плавно поверните направо. Нифига себе. Баба-Яга в шоке. Плавно поверните направо. Да, надо брать на заметку, что лучше сюда приезжать по вечерам. Ой, по утрам. Ходят гости по утрам, говорит, тот поступает мудро. То тут 100 грамм, то там 100 грамм. На то оно и утро. Фото. Вы превышаете допустимую скорость. Фото на память. И вам до свидания. Прям эмоции переполняют в хорошем смысле этого слова. Так а вы посмотрите, и на Россию нет колейки. Как так-то? Понедельник, утро, нет колейки на Россию. Куда она делась? Всех понятовки сейчас? Нифига себе. И в натуре в шоке, в хорошем смысле этого слова. Я думал, тут сейчас, ну, как минимум до Лукойла, до нашего белорусского стоит. Нифига.
напоследок. Где у них тут весы? В асфальт его закатали? Даже не видно, что тут вообще что-нибудь было. Да, удивительно. И причем крайне-крайне неожиданно. Посреди недели, когда сюда я ехал, да? Ну какой-то мне неделя. Среда, четверг, ну что не помню такое. Что-то там 25 километров стояло. Сегодня понедельник, когда по логике она должна быть. Ее нет. Ничего. Ну ладно, это же, слава богу, коль так. Ну шо? Здравствуй, Родина! В этот раз отсутствовали не очень долго. Ты успела соскучиться? Я да. Сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 24 апреля. Поехал я грузиться 29-го, по-моему. По-моему, 29-го путевка рейс начался. Меньше месяца. Ну, с выгрузкой как раз месяц и получится. Ну, сейчас тут пока дома. Сегодня-завтра. Получается, 26-го едем. Да и мы 26-го, может, все хорошо, так это. Две выгрузки за день-то, может, и успеем раскидать. Но, в принципе, это не так далеко от Кашевич до Пинска. Ну, это ладно, это не сегодняшняя головная боль. Сегодняшняя головная боль. Сейчас надо остановиться, повесить прибор белорусский, симки переставить. Поедем мясо кушать. Специально чисто только кофе попил. Еду голодный. Художник должен быть голодный. Ё-моё, да белорусов тоже нет. Праздник какой-то сегодня. Что случилось? Где? Где все? Где Душа? Где Стас? Где Дюша Метелкин? Где Стас? Никого нет. Здесь садает только. Так, там я не поеду в Лукойл. Нафиг мне надо. Сейчас мы вот здесь вот станем. В эти ямы я тоже не поеду. Паркинг для этих самых, да, видели? Яма по пояс для опасников. Сейчас прибор повесим, симки переставим и попрем дальше. Без вот этой вот штучки. Проверяем. 4Х. Ездить по дорогам Белоруссии запрещено. Нет, можно, но очень дорого. Так. Сейчас наша штучка, которую мы повесили, вот под этой рамкой, там, которая впереди, должна сказать пик. Если она пик скажет, значит все хорошо. Если она пик не скажет, значит все не очень хорошо. Слушаем.
Минске там будет позеленее, а туда поедем Микошевич и Пинск, там 100% все зеленое. Там уже весна, уже посевная, наверное, началась полным ходом. Посмотрим. Ну, в Минске-то сегодня, а там дальше чуть попозже. Чатай, возьми трубку. Доброе утро, девушка. Мне 4 порции заказать у вас. 3 с собой, одну на месте. Ну, через 20. Спасибо. Это ж вот имел глупость, ну не глупость, ну короче, последние 2 раза заезжал, покупал, сам кушал шашлычок. Домой думаю, вечер там шашлык пошел. Что, вчера заявили. Ты, говорит, там это, не забудь, говорит, шашлычка домой заказать. Я не планировал в этот раз. Нормально. Картофельный мешок, конфеты, шашлык, все. Дочь сказала, говорит, даже не обсуждается. Но я ж не буду вечером, они будут шашлык кушать, а я буду картошку с котлетой. Короче, сегодня праздник живота. 2 раза за день мясо кушать. Ну вот, разбаловал, но что делать? Кому их еще баловать? Так что вот, поехали. Мясо покушаем. Домой возьмем. Ну, вы в копеечку влетаете. Конфетки ваши не дешевые. Сейчас за шашлычок. Дорого обходится. А что делать? Как же хорошо-то. Свежей травой, воздух, запах, вернее. Еще дорога не гудела. Слышите, да? Там птички балдеют, развлекаются. Кайф. Все. Мясо внутри. Причем в прямом смысле этого слова. Внутри и там тоже внутри. Загрузил. Сейчас кофейку попьем, походим, понаслаждаемся. Ранним утром надо слушать птичек. В 5 утра, в 6. Когда еще? Вот тогда самые трели. Там в Суетово хорошо пели. Я говорю, рефы испортили весь вид. Коллега тут спит. Отдыхает. Классно, классно. Вкусно. 509 километр. Трасса М1. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Так, здесь проехать мимо — это грех. Правильно. Желудок это не простит. Сюда лучше не смотреть. Страшно. Ну что, ладненько. Еще пару часиков, и мы будем в Минске. Дай бог. И какой чистенький человек поехал. Беленький, чистенький. И тут мы такие загорелые. Семойка будет свободна. Заедем, сразу помоем. Микошевич поедем чистые. Дай бог.
машин идет, как в Москве в пятницу навстречу. Сейчас на Могилевку сойдем. Ну, мы когда ехали, мы на Могилев туда. В этот рейс уезжали. А Минск, соответственно, направо. Завтра Радуница. Все разъезжаются по деревням, селам, районам. Порядок наводить на кладбищах. Сейчас там как раз по МКАДу будем ехать, посмотрим, что там делается. Как раз Чижовское кладбище будем проезжать. Я думаю, что там все будет заставлено. Вот, ну мы что, приезжаем, сейчас заедем, посмотрим, что там, как это с мойкой повезет, не повезет. Конечно, хотелось бы помыться, я имею в виду мана, чтобы уже чистенькому поехать. 2 раза тент таскать, лазить там по этой возле машины. И страшно подходить, причем с обоих сторон. О, смотрите, что делается. Что в пятницу? Даже в пятницу, наверное, такого нет. С учетом того, что сегодня воскресенье. Нет, сегодня понедельник. И это уже 3-й день выходной. Правильно, пятница-то. Субботу-воскресенье наводили порядки здесь, в городе. Сейчас все едут за город. На историческую родину порядки наводить. Я представляю, что тут будет завтра твориться в сторону Минска. 3 дня они все едут туда, а завтра они все поедут обратно. Вот завтра мы это и посмотрим, когда на Микошевичи поедем. На Микошевичи поедем, да, завтра вечером. В среду утром нам там надо быть в 8 утра. От Минска туда 200 километров. Чтобы ни свет ни заря не выезжать в среду. Ну, это самое позднее, надо в 5 утра уже выехать с базы. Поэтому мы поедем завтра. Спокойненько туда вечером приедем, там переночуем. Потому что среда планируется день тяжелый. 2 выгрузки, обе через верх. Расчехлить, зачехлить, расчехлить, зачехлить. Придется в среду немножко потрудиться. Ну а что? Здравствуй, любимый город. Вот на горизонте открывается. Цветочками торгуют. Сейчас на каждом углу. Перед Радуницей. Самый ходовой товар. Эти все искусственные цветочки. Здравствуй, здравствуй, любимый город. Вот и Минск написано. Правда, пока тут на синем фоне. Сейчас тут пару километров и будет на белом. Вот и контроль. Знак 80. 82. Чтим уголовный кодекс. Сейчас уже прибегут правильные. Ну, а тут уже что тут сейчас? Намкад налево, там еще 12 или сколько километров. И в промзону Калядичи на базу. Витебский не хочет ехать. Че, не едем? О, смотрите, какой сплошной, говорю, в пятницу такого не увидишь. Ой, здесь цветочками торгуют. Сейчас везде цветочками торгуют. Как живыми перед 8 марта и 1 сентября, так искусственными перед
Радуницей. Вот от Пасхи вот эти вот 9 дней до нее. Она-то завтра. Ну, завтра то же самое будет на кладбище. Кто-то именно в саму Радуницу ездит. Там вообще будет не вбиться. Ну, сейчас не вбиться туда. И вспомнишь, всегда заранее старались это дело делать. Не вбиться, не зайти, не пройти, не проехать. Ну, сейчас будем по МКАДу ехать, посмотрим. Кладбище лесное. Это новое какое-то. Вот. Ну что? Салам алейкум. Любимый город. Заводской район города-героя Минска. Да, вот видите, написано Минск, город-герой. Это факт. Приехало. Кошмар, что делается. И девочки говорят, что делается-то? Сколько машин едет. В городе будет шаром покатить. Вечером сегодня, например. Пусто-пусто. В плане транспорта имею в виду. А вот, да, мемориальный комплекс Тростенец. Ну, я вам его показывал перед этим рейсом. Ой-ой-ой. На ту сторону смотреть страшно. Вы же представляете? Завтра это все будет здесь. С обеда начиная, часов с 2, с 3. Колейка будет стоять. Все стоять будет. Не так часто у нас стоит, но бывает. Ну что, смотрим? Как бы кладбище, оно Чижовское, это старое, оно уже такое, наверное, одно из самых первых. Ну, в общем, оно уже давно здесь. Вот оно там находится. Нет, удивительно, что-то совсем. Здесь, ну, завтра здесь будет коллапс. Завтра здесь вот вся вот эта вот, вся, вот оно туда. Видите, там вдоль него машин много, вон люди идут. А завтра вот тут все, вся первая полоса, все будет заставлено. Вся обочина по той стороне, по наружке МКАДа. Вот тут был когда-то Макдональдс возле меня. Сейчас называется Мак.бай. Ну, хоть невкусная точка. Еду и ладно. Завтра здесь будет жесть. Посмотрим. Пойдем завтра за город. Посмотрим по Слуцкому шоссе, что будет твориться в сторону Минска. Сами увидите. Вон же одуванчики тут вовсю желтенькие. Лепота. Ты решил разогнаться, да? Давай так. Ровно полдень. Прям вот. Чётенько так. — 20 градусов у нас здесь. Дома. Вы прибудете в конечный пункт через 300 метров. Я уже прибыл в конечный пункт. Он сам поднимается. Икс, что-то меня интересует. Посмотрим, мойка. Или проложить. Какие я ее отключу, чтобы она уже...
нет никого. Что там, мойка работает, нет? Ну, отлично. Вроде нет никого, свободно. Пока будут мыть, я еще успею сбегать отчет сдать. Тут прям фортуна какая-то. Без команды заезжать не будем. Пойдем монщика найдем. Блин, что вот тут на фирме хорошо, так это отчет. Все просто. Один раз все записал, все данные внес, и все, все чеки, все вписал. Я к свою не шефа, а до шефа контору как вспомню. Ё-моё, там, блин, одно и то же по 5 раз переписываешь, там просто катастрофа. Здесь, если все не запускать, в процессе там все чеки вносить, то все, у меня отчет написан. Сейчас у мойщика обед закончится. Мы здесь через мойку туда-сюда прогоним. Пока он будет дальше мыть, побегу сдавать отчет. Сейчас мы тебя. В общем, как бы тут предварительно поговорил. Сказали, что все, уже запчасти поприходили. Ну, ориентировочно где-то на недельку после возвращения с Пинска поставим МАН на ремонт. О! Пришел. Да-да! Зеркало, зеркало. Слаживаем зеркало. Потому что здесь сейчас мы так не пролазим. Тут-то не слаживается. Ну, так-то я пролезу с тем. С одним не сложенным. Сейчас покатаемся по щеткам. И это. Пойдем наверх сдаваться. В выходной день проще сдаваться, меньше подписей. И как раз мне повезло. Мой колонный Суня на месте. Вообще красиво. Сейчас мы и отчет сдадим. Первую передачу включу, чтобы на первой ехал. Стекает грязь с нас. Сибирская. Вот и все. Пока. Время 1:30. Все. Скиталец помыт. Все вопросы уже по ремонтам и всему остальному. Это уже по возвращению. Оставляем его до завтра. Завтра заберем. Вечером поедем
Вечером поедем в Микошевичи. Ну, пока сутки, чуть больше. Пошли забирать мелкую. Где она там? Забираем шмотки. Поехали домой. Так что пока до завтра.